В будущем человечество проигрывает в войне с инопланетным вторжением. Для победы ученые со всего мира разработали технологии, которые позволили бы в корне изменить ход сражения, но, к сожалению, для их действительности было уже поздно. Поэтому с помощью технологии перемещения во времени они отправили эти данные к нам. Мне удалось раздобыть эту информацию, и я готов поделиться ею с вами. 5 запрещенных орудий, сделанных из лего, в этом видеоролике. Что если заменить костяшки на руке человека на кубики лего? Давайте проверим. Для этого нужно взять строительные перчатки. Для красоты я отрезал от них верхние части пальцев. Теперь с помощью суперклея в районе костяшек я приклеиваю кубики лего. Ужасное оружие рукопашного боя сделано. Нужно его проверить. Деревянный ящик разнесся в щепки от ударов кирпичиками лего. Самым опасным орудием всегда является то, которое действует незаметно. И это как раз про следующее устройство. Для его изготовления понадобится пустая пластиковая бутылка, от которой следует отрезать верхнюю часть. Из алюминиевого прутка нужно согнуть кольцо. Его с помощью суперклея нужно вклеить вовнутрь пластикового основания. Он будет служить ребром жесткости. Теперь нужно взять воздушный шарик, натянуть его сверху и закрепить с помощью изоленты. Также нам понадобится палочка от мороженого, которую следует слегка укоротить и по краям просверлить отверстия. В них нужно просунуть один конец крепкой нити и завязать в узелок для фиксации. Затем другой конец потребуется продеть через всю конструкцию, как показано на видео. И также в конце завязать в узелок для фиксации. С помощью крючка для вязания следует ухватиться за край веревки, натянуть ее и закрепить с помощью гвоздика, как показано. К гвоздику требуется привязать прозрачную леску. Полученное устройство нужно закрепить на отрезке доски. Теперь следует остановить конструкцию на возвышенность, придавить ее чем-то тяжелым, натянуть леску параллельно входу и засыпать вовнутрь устройства кубики лего. Все готово, нужно только дождаться, пока кто-нибудь пройдет сквозь и зацепит леску, тем самым запустив работу ловушки. Когда нога человека цепляет леску, привязанный к ней гвоздик смещается и перестает фиксировать натянутую резинку, которая в свою очередь разгоняет детали лего и выстреливает проходящему человеку прямо под ноги. Ну а что будет дальше, вы уже сами знаете. Уровень боли, сравнимый с хождением по кубикам лего, это удариться мизинцем об уголок ножки кухонного стола. А как насчет того, чтобы приклеить деталь лего к уголку и получить адскую боль в квадрате? Ужасная идея. Но этот видеоролик о запретных орудиях, поэтому я рад представить вам самый жуткий гибрид всех времен. Если у вас на пути встретится вот это, будьте готовы ощутить кошмарную боль. Смотря на свой ящик с лего, что вы представляете? Безобидные игрушки и ничего более? А если я тебе скажу, что это настоящий склад боеприпасов? Интересный факт. Головы лего минифигурок идеально входят в патрон 40-го калибра. Заряженный такими патронами пистолет способен даже производить выстрелы. Очевидно, что скорость будет очень мала, и у пули лего почти нет энергии на расстоянии из-за ее маленького веса. Но все же этот факт заставляет задуматься. На моем канале уже есть проверка деталей лего на использование их в качестве патронов. Рекомендую к просмотру. Последним орудием будет вещь, которая полностью уничтожит человека морально и физически. Против этой мощи не устоял еще ни один боец. Это соединенные вместе две одинаковые пластинки лего. Это соединение не подумает даже о малейшей щелочке, пока человек не сломает себе все пальцы, зубы и ногти. Особо попавшее в руки данное слияние заведомо обречен на погибель. Помните, что использование данных орудий возможно только при инопланетном вторжении, иначе в мире настанет хаос. На сегодня это было все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за просмотр, пока!